Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такую ажурную летнюю блузочку от японских дизайнеров. Красивым узором с листиками. Довольно распространенный узор. На моем канале я такой узорчик еще никогда не предлагала. Такие модельки мне еще не встречались, поэтому я заинтересовалась этой моделью. Мне она понравилась, очень изящная, нежная, такая очаровательная, красивая блузочка на лето. Под топик прям вообще будет в самый раз. Красивая, посмотрите, да? Узор хороший, нежный. Я бы даже назвала ее элегантной, эту красивую блузочку. Мы будем составлять с вами описание на 4 размера, на 44-46 у меня получилось и 50-52. Промежуточные размеры, знаете, если смотреть чисто, чтобы раппорты уместились, не получается, да? А если вы добавите, предположим, девочки, вот такие красивые ажурные дорожечки, да, то без проблем у вас расширится полотно за счет них. Это никак не испортится по бокам. Добавляете и расширяете полотно. То есть предусмотрено, в принципе, такой вариант. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Давайте сейчас с вами поподробнее. Как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы с вами свяжем этот узор. Он, кстати, очень простой. Вы сейчас увидите схему, удивитесь. Да? Затем мы с вами сделаем плотность, измеряем, рассчитаем. Затем я буду вам подробно рассказывать про то, сколько петель у нас набирать, как располагать узоры, сколько петель приходится на вырез горловины, на пройму и так далее. То есть все про вертикальную плотность еще обсудим, как рукавчик, сколько петелек там тоже набрать, сколько убавить, сколько еще прибавить. В общем, все, как всегда, подробно, описание под видео, мои хорошие. То есть мы с вами сегодня составляем описание на 4 размера. Итак, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого джемпера летнего я выбрала пряжу Yarn Jeans, полухлопок, 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 87, турецкая пряжа в 50 грамм, 160 метров. Вот так выглядит связанный образец. 2 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Здесь находятся красивые ажурные листики. Спицы будем использовать 3,5. Так, и в общем, вот такой вот у нас получается красивые лиственничные такие дорожки. Интересный получается узор. Интересный ажур получается, девочки. Предполагает, конечно, такой ажурный топик, такой ажурный джемпер. Наличие, конечно же, какой-то маечки, там топика под низ, да, тоненькой хлопковой, естественно, да. Но зато вот эта кружевная модель уж точно будет вас радовать, я думаю. В общем, мимо никто не пройдет. Очень красивый узор, очень красивый лиственничный узор. Давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Смотрите, раппорт узора составляет у нас с вами, вот я красным его выделила, 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вот такой у нас получился квадратик. Так, мы будем сегодня с вами вязать образец. Условные обозначения очень простые. Смотрите, вот эти вот перекрученные, это скрещенные петли.
лицевая в лицевом ряду, изнаночная в изнаночном, пустая клеточка – это лицевая, черточка горизонтальная – это изнаночная, кружочек – это накид, и вот это вот три ножка, да, это 3 вместе лицевой с наклоном влево и, соответственно, зеркально 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. Вот такие простые условные обозначения, девочки, кому надо, делайте. Пожалуйста, пожалуйста, я вам приблизила даже. Делайте скрин узора. Простой узор. Я его могу рекомендовать начинающим. Таким девочкам, которые уже небольшой опыт имеют и хотят продвигаться дальше. Да? То есть смело беритесь, девочки, узор простой. Смотрите, лицевые ряды вяжем по схеме, изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Представляете, какая легкотня. И, кстати, за счет чего я хотела сказать, расширяем мы полотно, если размер у нас промежуточный вот нет. Вот за счет вот этих дорожек. Да? Смотрите, у нас когда мы будем вязать образец, вот эти 5 петель слева, мы их будем добавлять для симметрии. Вы можете расширить эти дорожки до нужного вам количества. То есть вот так расширить полотно можно на другой размер. Да? Давайте теперь посмотрим с вами выкройку. Выкройка у нас вот такая будет, обычная, такая стандартная, классическая, с проймой. Да? То есть все подробные расчеты и размеры я в нашей расчетной части, смотрите, после того, как определим плотность, это конец видео. Это вторая часть видео. Смотрите ее после того, как мы свяжем образец. Все в этом же мастер-классе, только это вторая половина видео, скажем так. Здесь вот у нас стоят размеры, на них внимание обращайте. Это выкройка из журнала. У нас будет все свои мерочки, свои размерочки. Так, и описание. Смотрите, мое хорошее описание. Вот такое у нас с вами. Я его буду, значит, под видео выкладывать, поэтому я не думаю, что вам нужно это все зачитывать. Все вот эти петли я объясняю, откуда они берутся и как располагаемый узор в конце вот видео, как я уже говорила, во второй его части, да, откуда что берется, почему тут закрывается, я тоже там все объясняю, да, где что прибавляется, где что закрывается, там, в этой расчетной части. Так, описание, как я уже сказала, под видео. Значит, у нас общий расход пряжи будет на данную модельку около 350 грамм до 550 грамм, ой, вру, наверное, 450, не надо 550, это я уже лишку дала, у нас рукав короткий, я думаю, 450 на 50-52 хватит. Так, и спицы 3,5 мы используем, ну, я об этом уже говорила. Так, плотность мы определяем в процессе вязания. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца. Для вязания образца давайте набирать с вами 39 петель, если вы будете вязать 2 раппорта, как я. Либо, смотрите, раппорт 16 петель и 5 петель для симметрии. То есть 16 плюс 5, 30, 21 петля, плюс еще 2 кромочные, то есть 23 петли. То есть либо 23, либо 39. Я связала 2 раппорта. Вот так у меня выглядит в высоту один раппорт, 16 рядов, и в ширину. Вот таким образом вырисовываются листики, полосочки с листиками. Итак, вяжем первый ряд. Я буду, девочки, показывать один раппорт, имейте это в виду. Первый у нас идет с вами изнаночная, затем скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, изнаночная. Сейчас хотела бы пояснить, что такое скрещенная лицевая. Скрещенная лицевая я вяжу бабушкины петли, и вяжу я лицевую за заднюю стенку. Чтобы связать скрещенную лицевую, я провязываю ее за переднюю стенку. Понимаете мою мысль? Если вы вяжете классические петли лицевые, то вы вяжете их за переднюю стенку, а значит, чтобы скрещенную связать, надо связать ее за заднюю стенку. Далее вяжем следующее. Делаем накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
раппорт связали. И для симметрии у нас вяжется за раппортом то же самое, как в начале. То есть вот эти вот 5 петель: изнаночная, скрещенная лицевая, снова изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Вот, видите? Вот у меня 5 петель в конце для симметрии. Итак, девочки, вяжем самостоятельно второй раппорт. Давайте я все-таки с вами свяжу, чтобы показать эти петли для симметрии. Вдруг кто-то не понял. То есть вяжем второй раппорт: изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И снова накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот эти 5 петель, которые вы будете в каждом ряду одинаково вязать. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Хотела бы еще подчеркнуть, что в изнаночных рядах вот эти скрещенные лицевые вяжутся скрещенными изнаночными, чтобы вот такая у нас получалась красиво перекрученная, сильно выделяющаяся полоса. Видите, в виде лицевой, да, выпуклости. Так, изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночные. Третий ряд у нас с вами. Вяжем раппорт, начинаем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Далее вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт узора. И 5 петель для симметрии вяжем. Значит, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Те, кто вяжет, как и я, продолжают вязать второй раппорт. Те вяжут, которые один раппорт, вяжут изнаночный ряд, как смотрят петли. Вяжем 5 ряд. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Далее вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора и вяжем для симметрии. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Те, кто вяжет со мной вместе второй раппорт, продолжаем второй раппорт вязать. 7 ряд у нас с вами. Вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт связали. Для симметрии вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Либо продолжаем вязать, как я, второй раппорт. У нас с вами 9 ряд. Вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я перекрещиваю следующим образом. У меня первые 2 за работой, третью я накидываю поверх. Вот так. Вяжу 3 вместе лицевой. Накид. Затем идет лицевая. Сейчас.
лицевая и накид. Раппорт связали и вяжем 5 петель для симметрии. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Либо продолжаем вязать второй раппорт. 11 ряд. Вяжем. Первая идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю. Две первые петли у меня за работой, третья поверх них, 3 вместе провязываю. Затем идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Для симметрии вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Либо продолжаем, как я, второй раппорт, либо вяжем 12 ряд, как смотрят петли. 13 у нас с вами ряд. Вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Три вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Связали раппорт. За раппортом у нас, значит, вяжем 5 для симметрии. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Связали 5 петель. Либо продолжаем, как я, вязать второй раппорт. 15 ряд вяжем. Первая идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И далее вяжем лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. 5 петель для симметрии вяжем. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Либо продолжаем, как я, второй раппорт вязать. Итак, у нас с вами связался целый раппорт узора. То есть 16 ряд вяжем, как смотрят петли, да, и все. Повтор идет с первого ряда. Снова у нас раппорт. Девочки, сейчас надо сделать влажную тепловую обработку данного образца, чтобы измерить плотность узора. Горячим паром обдаем наш образец с вами. Так. И тянем его, девочки, энергично в разные стороны. По вертикали, по горизонтали тянем, чтобы искусственное, вот так скажем, постирали типа, да? Он у нас очень податливый такой. Так, еще разочек тянем. Края лучше отпарить тоже. Кромочные у нас тоже будут участвовать в расчетах. Расправляем его окончательно и даем ему высохнуть в таком вот виде расправленном. Давайте измерим с вами ширину и высоту нашего образца. Меряем ширину. 18,5 у меня получается ширина. Мы набирали с вами 39 петель. 39 поделить на 18,5 сантиметров. Это будет 2,1. Запишем. В 1 сантиметре 2,1 петли умещается. Дальше по вертикали давайте тоже.
померяем. Так. Высота образца 14 сантиметров. 14 сантиметров у меня связано в образце 2 раппорта по 16 рядов. То есть 2 раппорта по 16 это 32 ряда. И поделим на 14 сантиметров. Будет у нас число 2,28. Но 2,3. Да? Запишем, что в одном сантиметре 2,3 ряда умещается по вертикали. Теперь с помощью этих цифр с вами возьмем выкройку и будем делать расчеты на разные размеры. Вот такая у нас будет с вами участвовать сегодня выкройка. И описание мы будем составлять для 44-46 размера. И размерчик будет 50-52. На первый размер у нас будет, значит, ширина 49 сантиметров спинки и переда. Для второго 56 сантиметров. Ну и соответственно, как обычно мы с вами это делаем, узнаем количество петель по спинке и переду. Для этого мы ширину с вами умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определили, по горизонтали. В 1 сантиметре 2,1 петель. Да? Значит, 49 сантиметров умножить на 2,1. Получим вот такое число. И получаем вот такое число 103. То есть округляем 103 петли. Второй размер у нас идет 56 сантиметров, умножить также на 2,1 плотность. Это будет 118, округляем петель. Сразу вам говорю, 119 петель надо, чтобы было для красивого распределения узоров. Запишем 119. Теперь определяем, сколько целых раппортов узора у нас с вами умещается в этом количестве петель. Для этого смотрим еще раз на схему. У нас раппорт 16 петель составляет, да? Поэтому общее количество петель 103 для первого размера делим на 16. Это будет 6 целых раппортов. Как помните, мы с вами делали 5 петель за раппортами для симметрии, да, вот 5 петель. И также мы при вязании эти 5 петель тоже будем для симметрии добавлять. Получается 6 целых раппортов по 16 петель составляет 96 петель. Добавляем еще 5 петель для симметрии и 2 кромочные. 103 петли, то есть как раз то самое количество петель, которое мы с вами изначально и хотели. Да? Следующее у нас идет 119 петель. Делим на 16 число петель в раппорте. Получаем 7 целых раппортов. 7 умножить на 16. 112 петель. 2 петли плюс 5 петель для симметрии. И плюс 2 петли кромочные. Получаем 119 петель. То есть вы поняли, да, мои хорошие, что мы с вами должны будем набрать вот это количество петель расчетное. На первый размер у нас будет идти 6 целых раппортов, на второй 7 целых раппортов. Плюс 5 петель для симметрии. Визуально это будет выглядеть вот таким образом. Смотрите. Я всегда рисую схематично. Да? 6 раппортов по 16 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. По 16 петель. Представьте, что это ваш наборный ряд. Я нарисовала эту линию. Да? Смотрите, у нас справа одна кромочная, слева одна кромочная. И с левой стороны у нас идут 5 петель для симметрии. Как их вязать, вы видели. Мы вязали образец. Вот таким образом у нас получается распределение узоров. В сумме это составляет 103 петли. Для второго размера отличие будет в том, что их будет не 6, а 7 раппортов. 7 раппортов по 16, 5 петель также для симметрии слева и кромочные справа и слева. Так, с этим мы определились, да?
Теперь давайте посчитаем, сколько петель придется на вырез горловины и пройму. Глубина проймы я взяла среднюю такую 5,5. Вы можете эту величину либо уменьшить, либо увеличить. Обычно берется либо 5, либо 6 сантиметров глубина проймы. Ну вот мы взяли среднюю 5,5. И 5,5 я также умножаю. Это в сантиметрах величина, также на плотность 2,1. У меня получается 12 петель, видите? Можно 11 взять. То есть это будет зависеть от индивидуальных особенностей вашей фигуры. Если у вас широкие плечи, вам лучше плечи побольше сделать, да? Тогда надо взять 11 петель. Если узкие плечи, сделайте поглубже пройму, то есть 12 петель. Так, и вырез горловины. Смотрите, на выкройке у нас стоит размер 20 сантиметров. Я думаю, что это на маленький размер нормально будет. А на большой, смотрите, я взяла на сантиметр больше. То есть 21 сантиметр. Давайте также определим количество петель. 20 сантиметров умножить на плотность 2,1. Это будет 42 петли. Нам надо, чтобы было нечетное число. Возьмем 43 петли, девочки, потому что у нас в наборном ряду участвует нечетное количество петель. Правильно? Так, ну и для большого размера я тоже взяла 47. Здесь у нас, знаете, девочки, будет планка вязаться 3 сантиметра шириной, высотой. То есть, поэтому я думаю, что вот эта вот широкая величина выреза горловины совсем нам не помешает. Совсем. Это очень хорошо. Так, то есть определяем, что для первого размера 43 петли, для второго 47 петель вырез горловины. Конечно же, вы можете эти величины откорректировать под себя лично, как вы считаете нужно. Далее. Плечи. Все, что осталось, идет на плечи. Согласны? Согласны. То есть из общего количества петель 103. Отнимаем 2 проймы по 12 петель, это 24 петли. И отнимаем для первого размера 43 петли вырез горловины. Получаем 36 петель. Делим на 2, на каждое плечо по 18 петель приходится. У меня для второго размера 24. Я также посчитала, 24 петли получилось. Теперь я хотела бы перейти к рукавчику и тоже здесь также распределить узоры. Смотрите, у нас здесь вот обозначено 28,5 ширина рукавчика. Я посчитала, это получилось 59 петель, также с нашей плотностью. Но 4 петли, в общем, если вы считаете, что так именно должно быть, сделайте 59 петель. Я написала для первого размера 55 петель, и у меня получается 3 целых раппорта умещается, плюс 5 петель для симметрии, как обычно, да? Вот, для второго размера я прибавила еще один раппорт, 16 петель, и получилось 71 петля. 4 раппорта у нас получается, плюс 5 петель для симметрии слева и 2 кромочные. Вот так. И самой широкой частью рукавчика я также умножала плотность. Ширину умножала на плотность. Для первого размера у меня получилось 71 петля, для второго 77 петель. Вот, то есть самая широкая часть рукава. Теперь скос. Что касается скоса. Я определила, что для каждого скоса мне необходимо будет прибавить для первого размера 8 петель, а для третьего всего 3 петли. И получилось, что я высоту скоса перевела, вот у нас стоит по выкройке 10,5 сантиметров. Перевела с помощью нашей вертикальной плотности, вот этой вот величины, в 1 сантиметре 2,3 ряда. Я перевела это все в ряды. То есть я взяла нашу по выкройке величину 10,5 сантиметров скос, умножаем на плотность 2,3 и получилось 24 ряда. И вот эти 24 ряда я делю на то количество петель, которое нам надо с вами равномерно прибавить. В первом размере это число 8. Делю на 8. То есть я буду делать прибавки в каждом третьем ряду. Для второго размера у меня получилась ситуация такая, что 24 ряда я делю 3 петли на каждый скос.
на 3. И здесь получается наоборот картина, что в каждом 8-м ряду я делаю прибавку. Всего 3 раза делаю прибавку, 3 петли. Вот. И после того, как вы эти прибавки все равномерно свяжете, у вас должно получиться то самое количество петель, которое я сейчас только что называл. 71 для первого размера, 77 петель для второго размера. С этим понятно. Но, коль я уже начала говорить про вертикальную плотность, я бы хотела заострить ваше внимание, девочки, не игнорируйте вертикальную плотность, измеряйте любой вертикальный размер на выкройке рядами. Потому что мы уже с вами учли то, что после влажной тепловой обработки полотно совсем принимает другие формы, оно обычно вытягивается, растягивается. Вот. И мы это сознательно учли заранее. Вот. И теперь мы применяем эту плотность. То есть, смотрите, вот у меня стоит мерка 35 сантиметров от планки, которую мы вяжем резиночкой 1 на 1, до проймы стоит, значит, величина 35 сантиметров, и я ее сразу перевела в ряды. Вот у меня стоит равно 80 рядов. 35 я также умножил на плотность по вертикали 2 и 3, у меня получилось 80 рядов. Видите, берется четное число всегда в рядах. Так, 80 рядов вяжу и вяжу, закрываю петли проймы, да, то есть любой размер, например, там какая-то величина, я сейчас не буду считать, по высоте, также, когда мы начинаем считать, закрывать петли по вырезу горловины, мы тоже измеряем в рядах величину, которая у нас будет дана на выкройке в сантиметрах. Сами переводим с помощью плотности. И когда вяжем, именно рядами измеряем. Ряды легко очень переводить в раппорты. Да? Смотрите, раппорт 16 рядов у нас. Вот смотрите, от планки мы вяжем до проймы 80 рядов. 80 поделить на 16, это будет 5 целых раппортов. Видите, какая классная вещь. То есть вы, особо не задумываясь, посчитали, написали 80 рядов, 5 раппортов, да? Ручка не пишет. Все, 5 рап. И вот вы связали планку 3 сантиметра высотой. И затем нашим узором 5 раппортов целых связали и начали закрывать пройму. Все, задумываться не нужно. Все четко по выкройке расписали сами для себя и вяжете вот таким индивидуальным описанием. Конечно же, высоту изделия надо регулировать под себя, поскольку рост у нас у всех разный, да, ну так же как и ширину, конечно же, у кого-то очень широкие бедра и узкие плечи, у кого-то наоборот попочка малогабаритная, да, а плечи широкие. Поэтому, мои хорошие, конечно, подгоняйте под себя эти мерочки, да. Вот это такие средние статистические мерочки, под себя немножечко откорректируйте. Если у вас целые раппорты не умещаются, предположим, там какая-то мерка не 56 сантиметров, там, допустим, а вам вот надо 57. Смело добавляйте лицевую гладь справа и слева. Узор это позволяет. Он у нас весь в лицевой глади, понимаете? Вот. Смело добавляйте вот такую резинку, например, тоже декоративную. То есть расширяйте ее, да. Не 5 петель, допустим, а 7 сделайте. Или 9 там. То есть на свое усмотрение. Расширить полотно всегда можно. Всегда можно. И, в принципе, этот узор будет хорошо смотреться. Так, мои хорошие, до новых встреч. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что все было понятно в моем объяснении, чтобы вы связали, все хорошо получилось. Я, как всегда, публикую вот это описание, о котором мы сейчас с вами говорили, в виде текстового файла, ну, в виде текста под видео. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим описанием для вашего удобства. До новых встреч!